Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я продолжаю выполнять челленджи от моего подписчика под псевдонимом Беннисон. Сегодня я буду реализовывать либо же банша под 6 богами, либо же, соответственно, это будет кунка под 6 богами. Тут на самом деле обалденные реликвии, это я вижу сразу. Это есть аптечка, кабанчики, яйца, хаотичные договоры, пески времени. То есть обалденные есть реликвии. Но, к сожалению, нету мастерской бумы. Но если мне, соответственно, сейчас со второго тира придет пак мертвецов, то прекрасно. Так, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Ну а также, кто на меня до сих пор не подписан, подписываемся, комментируем, ставим лайк и подписываемся на мой телеграм-канал, потому что много чего интересного. И плюс я пишу, когда там стримы, обновления по игре и все такое. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть, если что, в описании под видео, в комментариях под видео. Мне кажется, Беннисон заказал этот челлендж. Он почитал, наверное, под предыдущим под предыдущей кункой комментарии. И, скорее всего, он так подумал, блин, но хочется все-таки увидеть кунку, которая закидывает миллиард кораблей. Поэтому давай-ка, 6 богов, кунка, либо же банша. Беннисон, признавайся, давай, пиши в комментариях на этот счет. Так, я хочу попробовать, наверное, на винстрик встать. Ну, неплохо идет. Но если прямо у противника будет сильный стол, а у меня будет довольно-таки слабый стол, то я, соответственно, встану на лоустрик, а потом, соответственно, через аптечку священника поиграем. И давайте я вам расскажу соответственно, про кунку под 6 богов. Сейчас я подумаю секунду. Не знаю, я немножко сомневаюсь в выборе предметов, поэтому не хочу особо спешить. Давайте я буду, наверное, рассказывать про кунку, про 6 богов и все такое. Это, соответственно, чуть-чуть попозже. Сейчас предметы выберем, вот эта вот начальная стадия пройдет, а потом уже все остальное будет. И, кстати, ребят, сегодня будет стрим турнира, финала, если что. То есть для вас это сегодня, для меня это, соответственно, завтра будет, но для вас это сегодня. Поэтому в телеграм-канале я напишу, когда включу стрим и все такое. Я буду раскидывать 10 промокодов на пончики, поэтому давайте. Кто до сих пор еще не был на стриме, то самое время это сделать. Сразу хочу сказать то, что эти промокоды, скорее всего, заюзают только те, кто сможет с компьютера смотреть стрим. Ну и, соответственно, зайти в игру параллельно, потому что, ну, у нас есть самые быстрые руки на Диком Западе. Ребятки прям там промокоды за секунду разбирают. Буду раздавать пончики, вот так вот скажу. Итак, я пока немного в сомнениях, но вроде бы стол у меня неплохой. Вроде бы должен тащить. Вроде бы. Продам одного, короче, жреца пока что, потому что, ну, выиграл раунд, надо выйти в 20 монет, делаем хорошую экономику, как можно быстрее выходим в 40 монет, соответственно. Так, а тут у меня 2 ЦК пришло, у меня как раз под него хорошие предметы есть. Еще бы, конечно, палку первого тира найти. Но чего не будет, того не будет. Блин, еще и Мьёльнир случайно выкинул из него. Я просто, если честно, не хочу ману плюс 50 ролить. Она мне пригодится в будущем. У чела на первом месте там тоже жесткий стол. У него там есть Скаймаг, плюс, соответственно, еще один Скаймаг, есть Огр и есть Лина. То есть у него стол прям такой, добротный. Заряженный, можно так сказать. Также, ребята, у меня там в телеграм-канале, если что, анонс будущих обновлений. Там новая механика в виде талантов, новые реликвии, новые предметы. Также новые герои, соответственно. И я очень надеюсь, что все-таки сделают что-то с этим пактом мертвецом, потому что его надо реально опустить в первый тир. Во втором тире он слишком дорогой. Ну все, тут меня прям изрешетили. Ну ладно, это... Ух ты. А что это у меня за рубрика? Все по 2. А можно закончить эту рубрику, пожалуйста? Давай апайся там ЦК, Лина, Тинкер. Давайте, апайтесь. Мне нужны вы в 2 звезды. Может, у меня будет хороший старт. Ой, зря это я сказал, судя по всему, потому что... Раз я так сказал, то, скорее всего, мне напихает полный рот болтов. Так. Давайте расскажу вам про кунку под 6 богами. На нем играется совершенно иначе. Ну, есть немножко схожие вместе с первым роликом, где я играл через воинов на кунке, но совершенно иной выбор предметов. Кто вдруг не знает, как работает 6 богов, соответственно, рассказываю. В чем прикол 6 богов?
Первые боги вам срезают 30% КД, вторые боги вам еще 30% КД срезают. Эти эффекты суммируются, и того 60% КД ваших способностей срезается. А при 6 богах каждое активное умение ваше плюс активные предметы будут после активации способности резаться на 50%. То есть, представляем себе, у вас есть способность, которая там КДшится 10 секунд, да, под богами, уже под всем. Вот. Когда она активируется, у вас ровно половина этого КД срезается. И, соответственно, те предметы, которые у вас изначально были активны, тоже КД срезается. И, соответственно, повторная активация способности, либо, ну да, активация способности режет еще на 50% это КД. То есть на предмете у вас было 60 секунд, да, 50% срезалось, это 30 секунд, потом вы еще раз активировали скилл, то, соответственно, будет 15 секунд. То есть ускоряет каст ваших предметов. И это на самом деле жестко. И поэтому отсюда мы делаем вывод, то что нам какие предметы нужны. Нам предметы нужны на мана-реген и на активацию. Потому что если у тебя при 6 богах не будет хватать маны, на мана-регена, то, соответственно, ты не будешь реализовывать импакт 6 богов. Тут, я думаю, и ежу понятно, да? Ну, по крайней мере, я надеюсь. И следующее. По поводу Кунки. Кунка, на самом деле, очень сильный герой. Во-первых, у него очень приятный стан, но у меня какое-то лютое проклятие на этого Кунку. Не знаю, с чем это связано. Если честно, это, наверное, один из самых тяжелых челленджей, которые мне заказали за кучу времени. Серьезно. Я этого Кунку тупо собрать не могу. У меня на нем какое-то проклятие. Он не идет. Как бы я ни старался, как бы я там ни потел, какие бы танцы с бубном ни делал, что бы ни блокировал, каким бы богам ни молился, мне тупо этот Кунка не идет. Но я думаю, у вас тоже такое есть иногда в играх, когда вы вот не играете на чем-то очень-очень долго, и вы такие, блин, ну хочется поиграть-то, да? А он тупо не идет. Вот ни в какую. Будь ты на 28 уровне, и там будет шанс у тебя фиолетовую фигуру 100%, тебе будет идти все из фиолеток, но тебе не будет идти, соответственно, тот герой, который ты хочешь. Вот это закон подлости какой-то. Поэтому, по-моему, я вдул, да, раунд? Или не вдул? Жить! Жить! Хорош. Хорош. Выжил. Задушил этого Тинкера. Так, Хусика берем. Блин, ну походу мне тут аптечка и не светит. Что-то у меня хороший старт пока что. Вот-вот-фу, конечно. Ну, мало ли. Вот. И по поводу Кунки, его предметов и все такое. Так, чел там уже на первом месте может поставить себе баф людей. Понимаю. Марси дефолтная собирается. Инсектоиды наши любимые собираются. Ну куда же без инсеков? Куда же без инсеков? У него же и паучиха есть, и все остальное. Мерзость. Просто это мерзость. Просто это люди, которые, ну, ладно, я не буду на них наговаривать. Не буду на них наговаривать, потому что каждый играет так, как он хочет, и так, как ему нравится. Осуждаю всех инсектоидов, если что. Всех инсектоидов поголовно осуждаю. Я бы им вообще запретил играть в игру. Вот поиграл на инсеков, все, месяц без игры. Ладно. По поводу Кунки. Сейчас держим за меня кулачки, чтобы мне пришла нужная реликвия. Я хочу аптечку священника. Поэтому держим все сейчас за меня кулачки. Абсолютно каждый из вас держит за меня кулачки. Кто не держит, тот плохой человек. Будем его так называть. А кто может некультурно назвать, в комментарии напишет, соответственно. Как мы таких людей называем. На самом деле я от кабанчиков не откажусь. Но больше всего я все-таки хочу аптечку священника, потому что кабанчики это рандомная тема. Да, она прикольная. То, что ты можешь получить тупо за кабанчиков 80 монет. Но, как я уже раньше говорил, реликвия кабанов, она, ну, да, сейчас она хороша. Раньше это была полная шляпа, сейчас она очень хороша. Сейчас ты ее можешь юзать. Если у тебя хороший стол, то, соответственно, ты ничего не теряешь, да. Но ты лишаешься возможности выставлять какие-либо фигуры. Покупать, докупать, выставлять. То есть ты ничего этого не можешь делать. Вот как сейчас у меня, да. Было у меня 2 лины. По итогу 0 лин осталось. Понял, спасибо, хорошие предметы. Да. Ну, тут, думаю, понятно, да. Поехали по предметам пройдемся. Как всегда, я буду рассказывать топ предметы под 6 богов, но все это максимально ситуативно и смотрите сами. Потому что все зависит очень сильно от игры.
Вас могут как контрить жестко, и по контрпикам поговорим сейчас. Ну, все же. Начну я с первого тира предметов. Первый тир, блинк, хорош. Меняйте позицию, там всякие сайленсы, контрите и тому подобное. То есть блинк можно оставить. Мана плюс 50 неплохо, броня плюс 5 неплохо, плюс 300 хп неплохо. Что еще такого из первого тира? Медальон, который дает магическое сопротивление, неплохо. Посох первого тира, который дает 20% магического урона, хорошо вообще, потому что это 20% магического урона. Я яйцо кину, если что, в ЦК, чтобы просто себе усилить стол. У меня винстрик есть. Дай бог смогу его удержать нормально. Ну, серьезно. Я думаю, я верное решение принял, то, что сейчас закинул яйцо в ЦК. И, в принципе, по предметам первого тира окончено. Можно, конечно, еще палочку Гарри Поттера сюда закинуть, но я не очень люблю эту палочку Гарри Поттера. Максимально криво работает. Может тебя в какие-то дресня закинуть. Ну, думаю, тут сами разберетесь. Хотите, не хотите. Предметы второго тира. Что самое имбовое под 6 богов? Естественно, это арканцы. Потому что каждая активация способности это откатывает арканцы. Короче, это бесплатный реген маны. Но, если вам, в принципе, не надо такая заливка маны, у вас есть достаточно мана-регена, то, в принципе, мана плюс 50, чтобы просто закастить способность со старта побыстрее. Потом, жетон, который 50% чистого, в виде чистого урона возвращает, тоже хорошая тема, можно брать, потому что этот жетон, он откатывается, медальон. А, там чел уже кунку нашел моего, понял. Понял, принял. Ну, в принципе, я не удивлен. Я, кстати, вместо этих чувачков куплю 2 луны. Ну, пригодится. И вот так вот сделаю. Чернокнижников поставлю. Четко? Я думаю, четко. Вот. Что еще с второго тира? Плащ-пальто, плюс 50 магического сопротивления, как с куста, в принципе, неплохо. Кольцо, которое дает мана-реген и магический урон, тоже топовый предмет. Жетон отступника, ну, этот предмет, соответственно, ситуативный. То есть, если против вас будут люди, против вас будут воины, то хороший предмет на 50% больше урона будете вкидывать. Но тоже, надо ли оно вам, решать самим. Предметы третьего тира. Вот тут уже начинается самое интересное. Естественно, самый топовый предмет, который вам по-любому необходим в кунку, иначе урона от него столько не будет, это посох третьего тира. Его надо приоритетно искать. Все остальные предметы, они вторичные. Мифриловый доспех, соответственно, против всяких думов, обезоружий, сайленсов каких-то таргетных от арчидос, от станов, короче, все эту шляпу, плюс огромный мана-реген, плюс 100%. Вот. Мифриловый доспех, соответственно, ну, второй по обязательности идет. Дальше шар-бездны. Ну, если против вас прокаст магический, шар-бездны хорош, потому что тоже откатывается 6 богами. Имейте в виду. Обезоруж. Вообще прекрасная тема, особенно против вас, если куча физического урона. Просто будете разрывать, дай бог каждому. Ну, тут меня чел вынес просто. Ну, у него огромный стол, серьезно. У него очень огромный стол. Да. Ну, сейчас по закону подлости вообще мне должно какое-то усиление идти. По закону подлости. Иначе быть не должно. Вопросов не имею к нему. Все, я все понял, в принципе, все, Санечка. Ты все понял, ты молодец. Урок усвоен. На чем я остановился из третьего тира? По-моему, про шарбезное рассказывал. Про безоружие рассказывал. Ну и, соответственно, если берете обезоруж, то из третьего тира можно взять призму. Сразу говорю, все ситуативные, кроме мифрилового доспеха и посоха третьего тира. Это предметы, которые must-have вам необходимы. Ну, естественно, двойные клыки против инсектоидов, против дубликатов. Топ. Пум. Очищающая сфера тоже отличный предмет, потому что если против вас условные будут гритеры, вы будете отрубать синергию чуть ли не каждому герою. То есть топовый тоже предмет, но не приоритетный, ситуативный. Предметы 4 тира. Тут можно прям разгуляться хорошо. Естественно, БКБ. Пакт мертвецов пришел, прикиньте. Прикиньте, пакт мертвецов мне насыпало. Хорош. Так он мне вообще не нужен. Ну, допустим, ладно.
Ну, я возьму арканцы. Хотя же... Ну да, арканцы берем. А чё еще делать? Берем арканцы. Медальон у меня уже есть. Палочку берем. Все, у меня хорошие предметы под ЦК. Арканцы регенят ману как надо. Так что, в принципе, норм. Там Марси собирается. Инсеки. Да. Да. Предметы 4 тира. БКБ. Если против вас, соответственно, много контроля, много сайленсов, много магического урона, то БКБ must have. Но тут, я думаю, и сами прекрасно понимаете, когда нужно БКБ, когда не нужно БКБ. Пешку дает, становитесь плотнее. Топ, топ. Драконий рог. Имбовый предмет. Не скажу, что это супер приоритетный предмет, если у вас достаточно манрегена, но это очень даже приятный предмет. Поэтому, если упал драконий рог, мы его берем. С нулевой секунды будете кастить свой корабль и, соответственно, много урона носить. Потому что у Кунки еще и корабль где-то секунду летит. Плывет. Ну да, плывет. Потом. Рефрешер. Вообще имбовый предмет. Во-первых, потому что вы сразу 2 корабля закастуете, откатите все свои предметы при этом еще раз. То есть 2 раза закастите предметы, 2 раза закастите, соответственно, кораблик, ну, способность, будем так говорить. И, соответственно, тонна манрегена. Просто 200% как с куста. То есть имбовый предмет для манрегена. Еще имбовый предмет — это цепочка. Цепочка прям топ, потому что вы, соответственно, всех обездвиживаете, все находятся в контроле, туда летит кораблик, приземляется так хорошенечко на лицо, сносит всех. Ну и, соответственно, эта цепочка, она чуть ли будет не вечная, потому что с помощью того, как у вас корабль будет постоянно лететь... Ничего себе. Ничего себе. Это, конечно, не та фигура, которую бы мне хотелось, но тоже приятненько, спасибо, пригодится, пусть будет. Охренеть, на 8 уровне мне пришла легендарочка тоже. Ну все, 1-1 получают у нас цепочка. Мимо Варлок, не дух 5, которого я реализовать не смогу. В принципе, я считаю нормально. Приемлемо. Вот. Цепочка, она будет чуть ли не вечная, потому что она будет все время откатываться, все время будет наносить все магические урона, соответственно, ну, я думаю, тут вы сами сложите 1+1 и получите итог. То есть, у вас есть посох 3 тира, есть цепочка, которая наносит 200 магического урона. Того это 600 дополнительного магического урона, плюс это манореген, плюс это контроль. Классный предмет. Еще один есть предмет, это Дагон и Арчит. 2 предмета, точнее. Тут, ну... Сами разбирайтесь, надо новым или нет. Я уже рассказывал 10 раз по поводу этого догона. Это будет у вас не 800 урона, это будет 2400 урона под посохом 3 тира. Под призмой, по 2 целям это будет все лететь. В общем, думайте сами, надо новым или нет. Доспех экзорцизма. Я никому не советую этот предмет брать, но если он в принципе вам упал, под 6 богов пойдет. Ну, чисто как затычка, потом сролите. Почему говорю, что пойдет? Потому что он дает отхил. Напомню, что вы чернокнижников вряд ли в такую сборку поставите. Но в целом он дает отхил, этот предмет. Плюс ману заливает. То есть это арканцы и предмет 3 тира, который дает плюс 500 хп. В принципе, ну, пойдет. Затычечка нормальная такая. Ну, в принципе, по 4 тиру прошлись, все ок. 5 тир. Соответственно, ну, если у вас кунка в 2 звезды, Аганим. Без него вы дальше не уплывете никуда. Ваш корабль пойдет на дно морское, кунка его схавает, там, вот точнее не кунка, тайт его схавает там. Ну тут понятно, да, Аганим. Потом, если что, Аганим в какую-нибудь более полезную фигуру перекинете, когда кунку соберете. То есть там какой-то контроль, условный дум у вас там, может тайт соберется, может еще кто-то. То есть, ну придумайте, куда Аганим засунуть. Главное не в кунке его оставлять, потому что это бесполезно. Хекс. Хороший предмет. Если против вас нет у чувака никакого антиконтроля, вы тупо будете его вечность держать в контроле. Вечность. Он будет там сидеть, чилить, наслаждаться жизнью. И он из хекса этого тупо не выйдет. Что еще такого из 5 тира? Ну, дефолтные защитные предметы. Бессмертие. Щит 5 тира. И в принципе все. Ну, Кирасу еще можно закинуть, если против вас много физического урона. Но все это ситуативно. Ну, в принципе, все.
По поводу того, кого боится Кунка. Он очень сильно боится любого контроля, как и, в принципе, все прокастеры. Очень сильно боится антимага. Прям невероятно боится. И нереально боится гритеров. Потому что весь импакт этого Кунки в том, что он будет этим кораблем, во-первых, дамажить, а во-вторых, он будет держать их в контроле. Но весь этот импакт пропадает ровно тогда, когда... О, кабанчик, у меня 10 монет, ничего себе! Вот это подгон царский. Вот, этот импакт пропадет ровно тогда, когда против вас соберутся гритеры. У вас урона не будет от слова совсем. На самом деле, я удивлен, что у меня один кабанчик. 10 монет, обалдеть. На самом деле, у меня все кабанчики хорошо подросли за эти 10 раундов. Шикарно. Просто шикарно у меня кабанчики подросли. У меня получается один кабанчик за 5 монет, 2 кабанчика за 6 монет, 2 за 7 и 2 за 8. Топ. Топ за свои деньги. Я, наверное, возьму все-таки вот эту мантию. Надо мантию брать. Сейчас объясню, почему я думаю по поводу мантии. Смотрите, я эту мантию могу заюзать. И если мне прям жестко в табло будут прилетать, я, соответственно, буду экономить себе хп. То есть проживу дольше, соответственно. Импакта будет больше. Двойное, соответственно. Ну и, в принципе, все. Еще Кунка боится то, что ему предметы могут не прийти. Это самое жесткое, это то, что ему может вообще предметы не идти. Абсолютно предметы могут не идти, и тогда, ребят, просто помянем. Первый Кунка. Первый Кунка на районе, ребята, первый. Первый, ну ладно, не первый, там купили первого, но... Второй Кунка на районе. Второй Кунка на районе. Будет так. На самом деле, сейчас я уже выйду в 10 уровень и начну на 10 ролиться. Я синергию никакую блокировать не буду, потому что это максимально без толку. Не, ребят, если есть возможность, блокируйте синергию. Но конкретно я устал. Я устал, я не верю сейчас в блокировку синергии. Чилу там не хватает одного антимага для того, чтобы сделать себе его в 3 звезды. Вообще по кайфу. И походу эта игра будет уже отчаянной. Ох, я отчалюсь я. Чел тоже, кстати, на мантии играет. Почему я это говорю? Потому что если он соберет себе антимага в 3 звезды, он просто будет моего Кунку фармить, будет здоров. Все будет зависеть от того, какие будут у меня предметы. Но предметы у меня, скорее всего, будут полного дерьма. Да. Полные штаны коричневой жидкости. Ну, не только жидкости. Ну, короче, вы поняли. Инсек. А, там 2 инсека, обалдеть. Вот это я понимаю, неметовая сборочка. Ну, это какие эльфы, соответственно. Инсеки. Как же без инсеков и без эльфов в игре? Вот согласитесь, как же так? Да быть такого не может. Прикиньте, вот этот тип на первом месте, он тоже будет собирать себе инсеков. Ля, какой там еще. О, ну ему хотя бы с мать насекомым не везет. Вот это какая-то радость. Это очень опасно, то, что против меня такие инсектоиды играют. Но если повезет мне со сборкой, то, соответственно, все будет хорошо. Но это если повезет, естественно. Давайте, кабанчики, раститесь. Ну, выращивайтесь уже, давайте. Сало хочу с вас. И бекон. Так, 10 монет есть, здорово. Еще 10 монет, здорово. Блин, ну, кабанчики, конечно, сейчас must have. Просто плюс бабки, плюс инвестиция. Я же говорю, можно было бы, конечно, использовать реликвию на постоянной основе, но не всегда. Понял, Марси в 3 звезды. Не скажу, что довольно-таки рано Марси в 3 звезды собралась, но прикол в том, что он там хочет еще и гритеров себе заранее поставить. А чел на первом месте моего Кунку тырит. Крыса. Ох, как сейчас я больно получу в табло.
Да, беда. 2 кунки есть, хорошо. Так, ну, на следующем раунде... Хотя, подожди, сейчас раунд с мобами. В идеале бы сейчас поролиться чуток. Так, кабанчик есть. 10 монет, здорово. Ля, какая имба. Ля, какая ты имба. Я, короче, немножко запутался. Продал не то, что надо, выставил не то, что надо. Надеюсь, хотя бы от мобов я не откисну, потому что у меня... Ну, хотя не должен. Нормальный урон у меня. Да, нормально. Я сначала подумал, что откисну, но нет. Хорошие предметы, но я их все скипаю, потому что мне не эти предметы надо. Призма, спасибо, конечно, но мне эта призма вообще не нужна. Так, понял. Ребят, держим за меня все кулачки сейчас, то, что мне будет идти кунка, но мне идет... О, кунка идет, хорошо, хорошо. Вопросов нет. Есть хан. Вообще имба. Вот это я понимаю хорошо. Это отлично, я даже так это сказал. Верим в меня, верим, у меня все получится. Так, берем тебя, ставим горн. Надо агоним поискать. Пожалуйста, пусть мне упадет агоним с первого раза. Пожалуйста. Отойду хапаю. Хотя мне и посох 3-го тира надо. И морскую волшебницу, кстати, надо будет найти. Ладно, я пока не буду ролить предметы, если что. Хотя, может... Ладно, посох 3-го тира ищем. Охренеть! Мне с первого раза посох 3-го тира упал. Серьезно? Я не верю своим глазам. С первого раза посох 3-го тира у меня упал. Охренеть. Это что-то новенькое. Я, если честно, реально не верю в это. Мифриловый доспех бы, конечно, еще найти сверху, но пока спешить не буду, понял. Кабанчики не апнулись, к сожалению. Не, ну это мед, ребята. Ну это тупо мед. Вот это да. Ну-ка, как я и сказал, чел на первом месте, мало ли того, что имел охренительный винстрик, так он еще и на инсектоида гоняет. Сейчас будет такая шуточка. Иди погоняй лучше своего дружка. Ах, как я люблю этих инсектоидов. Не, на самом деле я рассчитывал на то, что чел на первом месте будет играть через морских, но по итогу он решил сыграть по мерзкой сборке. Инсектоиды, инсектоиды моя жизнь. Я дико извиняюсь. Я просто ненавижу инсектоидов. Я думаю, каждый со мной согласится, кто стыкается с инсектоидами, полностью со мной согласны и не осуждают ни грамма. Чел тут меня неизвестным образом снес. Даже посох настакать не смог. У меня там морская волшебница. Так, 1 кабан. Ой, хорошо, 2 кабанчика. Отлично. Так, друидов покупаю. Могут пригодиться. Давай, кунка, будешь идти. Ладно. Зато морская волшебница есть. Тайт идет, ничего себе на. Это хорошо. Не, ну я тайдуху оставлю. А вдруг получится собрать тайдуху в 3 звезды? Кто знает. Чем черт не шутит. Может, реально мне будет он сейчас сыпать что не в себя. Ну и как я и говорил, тип на Марсе поставил гритеров, и это для меня огромная проблема. Ну ладно, посмотрим. Там пока он на Марсе не особо огромный.
Но для меня это очень плохие новости. Посмотрим, как я смогу выпутаться из этой ситуации. Ну, против Гритера мне 100% нужна будет очищающая сфера. Но пока не найду Аганим, в этом нет никакого смысла. Да и мне, кстати, Зевс нужен, 2 звезды. Но мне 100% нужна очищающая сфера, если я хочу эту Марси забирать. Марси пока-то мне огромная. Пока что. Я надеюсь, кто-то его просто быстренько вынесет, чтобы я потом тупо не парился и все. Хорошо, что ему на камень Кира не повезло. Вы прикиньте, если бы ему камень Кира упал. На винстрике. И с первого раза найти камень Киры, то это забей. А потом еще и мать насекомое найти с первого раза. Вдумайтесь на секунду. Он бы уже здесь всех выносил бы прям подчистую. Ну, то, что я, в принципе, и говорил. Но у меня сейчас посох не настаканный, можно на это как бы немножечко так вот подкрутить. А, у него Кераса в Марсе. Ничего себе там типочек дает. Нормально он джазу накидал. Хорош, хорош, хорош. Вопросов к тебе не имею ни одного. Блин, ну я не знаю. Без очищающей сферы я эту Марси не пробью. Она слишком огромная. Горн мне тоже не поможет, потому что Марси не будет агриться на Горн в первую очередь, потому что гритеры. Контроль мне тоже не подойдет. То есть нужен урон. И нужна очищающая сфера. Без очищающей сферы я ничего не смогу сделать. Но мне нужен еще и Аганим, понимаете? Поехали. Пожалуйста. О да. О да, детка. О да. А теперь реликвию яиц, пожалуйста, мне. Давай, на блюдечке прям. Реликвию яиц сюда давай. На самом деле мне нереально фартануло на то, что мне упал Аганим. Упала бы какая-то дичь, что это забей. Все, корабли поплыли. Тать не будет топить твои корабли, Кунка, потому что он в твоей команде. Так, предметы перекидываем в Кунку. Активируем реликвию яиц, поехали. Не подведи меня, Кунка. Я на тебя столько потратил. Не подведи меня, молю. Хорошо, еще Кунку. Кунку, пожалуйста. Ну, Кунку. А мне еще Кунка нужна. Есть! Имбу собрал. У меня сейчас тайт будет, который вечный сайленс будет... сайленс хотел сказать. Ну как хотел, сказал. У меня сейчас будет Кунка, который будет им кораблем накидывать жестко. Так у меня еще и будет тайт, который будет держать 5 секунд в стане. При этом у него будет откат минимальный, там 6 секунд будет, там секунда окно всего лишь. Им торба. Им просто торба. Смотрим. Безруш. А, кстати, Кунка боится Дума, если что, очень сильно боится. Но тут у меня есть Тайдуга, который может прикольнуть так. А тут есть кораблики, которые нереально много урона вкидывают. Да еще, конечно, посох не настакан, но всему свое время. Сейчас и винстрик заберу. Давай сюда свой винстрик. Не, ну посох, конечно, у меня жестко не настакан. Спасибо за винстрик. Ни грамма не жалко мне этого инсектоида. Так, плюс яйцо, хорошо. Хан, отлично. Надо сделать так, чтобы хан у меня был в 3 звезды. Как только будет у меня хан в 3 звезды, то приоритетная цель для Дума вражеского будет хан. Ну и плюс, соответственно, на него весь остальной контроль будет лететь друг чего. Там всякие арчиды, станы и тому подобное. А еще мне нужен Зевс 2 звезды.
Зевс мне очень сильно поможет. У меня будут проблемы дичайшие это с этим гритером. Что с ним делать, пока не ясно. Ну, пока не найду посох третьего... посох третьего. Очищающую сферу, мне и нечего делать против этого гритера. Надо будет думать, кто может меня спасти из этой ситуации. Кстати, вон уже корабли полетели. Вечный стан, кораблики по миллиард урона. Но Тайд его догоняет потихонечку. Чисто Зевса вражеского не выпускаю из контроля. То корабль, то стан Тайда. Хорош. Ой, хорошо. Как же приятно наблюдать, когда инсектоид страдает. Так, отлично. Яйцо закидываю в Хана. Хана делаем в 3 звезды. Лишние фигуры продаем. Мне нужен теперь Зевс 2 звезды. Чтобы как можно больше урона наносить. Но пока у Марси нету отхила, у меня есть шанс эту Марси подчистую снести. Пока у Марси нет отхила, бессмертия, всякой тут шляпы, я могу спокойно выносить эту Марси. Я его тупо могу передамажить. Но это все до тех пор, пока не будет у него отхила и бессмертия. Если у него появится отхил и бессмертие, а у него уже есть основной предмет, который ему критически важный. Это Кираса. То я буду страдать. Не трогай моего Тайда. Лови корабли. Бэмс. Бэмс. 1600 урона. Жить. Хорош, хорош. Только жалко, что мало. Всего лишь минус 7. Мне, получается, против этой Марси не нужен будет Горн. Но если ее все-таки инсектоид сможет какой-то слить, я буду только рад. Я искренне буду рад, если смогут этого инсектоида снести. Эту Марси. У меня же в глаз что-то попало, алло. Да, ну мне Горн тут не нужен. Я немножко морских поставлю. Чтобы антимаг не так жестко меня взрывал. Ну и вдруг чего там тоже может какой-то урон со способности будет прилетать, чтобы не так жестко было. Предметы 4 тира, дракончик. Что мне с 4 тира нужно? Надо смотреть по ситуации, конечно, но... Я думаю, БКБ неплохо будет. Потому что там Сайленс и Трики есть. Драконий рог. Драконий рог мне нужен. Мне нужен драконий рог. И очищающая сфера. 2 критически важных мне предмета. Так, корабль пошел. Хорош. Ой, хорошо. Ой-ой-ой-ой. Просто хорош. Какие молодцы у меня герои. Все, пока. Минус 1 инсек. Прощай. Топ-4 ты вылетел, падла. Тебе там самое место. Ну ненавижу я инсеков, ребят. Ну не без суть. Ненавижу. Блевать от них тянет. Так, все. 2 инсека вылетело. 1 в топ-4, 1 в топ-5. Хекс. Беда. Но тут, по идее, весь контроль должен лететь в Хана. Но всегда есть погрешность того, что Хекс может полететь в моего кунку, а не в Хана. На самом деле, насколько сейчас простая мета? Собирай Марси, в 90% играх ты будешь занимать топ-3. Да. Ну, а что поделать? Ничего не поделаешь. Так, только не сдохни, кунка, я тебя прошу. И дай очищающую сферу. Давай, 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 давай. Ну, хотя бы драконий рог не упал. Ну, в принципе, вот эта вот сферка, которая дает по 500 хп, она неплохая. Но она мне не поможет против Марси. Но гоблина я без шансов сношу. Там как бы гоблин не старался, я его в легкую подчастую буду сносить. Надо очищающую сферу искать. Да, в действительности мне только может помочь очищающая сфера в моей ситуации.
Но меня спасает то, что у чувака плохие предметы. То есть у него там Кираса, у него Хекс, у него отхила никакого нету, из-за этого я пока могу его выносить. Я надеюсь, гоблин его тоже там будет выносить. Но что-то мне кажется, что вряд ли. Ля, там темный лорд какой. Под камнем Кира такой огромный. Смотри на него. С посохом третьего тира и взглядом Зесса, но это его не поможет. Ну, тут слишком много контроля, забей просто. Все, и там Марсия вынес, отлично. Это очень хорошо. Это очень и очень хорошо. Не дай бог найдет себе отхил, то помянем меня. Если он еще антимагов 3. Ля ты паскуда какая. Да ну бессмертие мне может не помочь. Я более чем уверен, что бессмертие мне вообще не поможет. Как же поступить? Мне так не хочется тратить предметы для того, чтобы искать эту очищающую сферу. Но без нее у меня не будет игры здесь. Тупо урона не хватит, видите? 1200. Хоть миллиард кораблей закидывай, все равно это до одного места. Ладно. Была не была. Это намек типа на то, что мне нужно перестроиться в инсектоидов и собрать себе инвокера? Или как? Что это за намек? Да. Зевс еще не идет. У меня, в принципе, есть одна идея, как я могу этого чувачка забрать. Да, у меня есть одна рабочая схема, как я его могу забрать. Но она не стопроцентовая. В общем, мне нужен Зевс в 2 звезды. И все предметы закидывать Зевса. Все. Это единственный вариант, как я смогу сносить эту Марси. Я уже не раз рассказывал по поводу Зевса. И недавно я выпускал ролик с Зевсом. Кто его не смотрел, то посмотрите. Там я все про него рассказываю. Да, воинов бессмысленно будет ставить, потому что там у типа все равно Кираса, типа, бесполезно. Может, самобой сейчас упадет. Я только что, если что, наколдовал немножко на этот предмет. Может, он мне 100% выпадет с мобов, и я не буду ничего ролить, и потом просто найду себе бессмертие. Понимаете, я найду очищающую сферу, я скину ему синергию гридеров, и я его буду опять держать в вечном контроле. Он у меня будет так по кругу здесь летать, что ему и не мечталось даже. Любая карусель будет завидовать этому кругу, по которому он будет летать. Но я призму скипнул, тут плохо. Зевс, он просто такой типочек. Он может кастовать куда надо свою ульту, а может кастовать туда, куда вообще не надо. И это бред. Блин, он тупо маской выхиливает весь мой урон. Еще и кольцо, которое дает ему сопротивление магическое. Я совершенно за это забыл, то, что кольцо сейчас же дает еще и магическое сопротивление немного. Но дает. Но дает. Наконец-то. Наконец-то Зевс пришел. А зачем я продал яйцо? Можно кто-то мне ответит. И я немножко поспешил, ну ладно. 40-й раунд у меня Зевс 2 звезды. Поехали. И поставлю немножко воинов.
В самом деле, можно было бы, конечно, в эту сборку поставить себе и Кирасу, чтобы просто под синергией воинов находиться. Но зачем оно мне надо? Можно немножко синергии магов поставить сверху, чтобы хоть чуть-чуть минус магическое сопротивление сделать, чтобы Зевсу намного было проще их ваншотать. Ну просто у меня сейчас посох не будет на стак. Ну, сейчас с мобов я сколько-то там настакаю, конечно же. У меня и Аганим есть, кстати, под Зевса. Отлично. Дай то, что надо, пожалуйста. Пожалуйста, дай то, что надо. Серьезно? Да ты угораешь с меня, серьезно? Сейчас инсеков возьму, поставлю и все, и буду играть через инвокер, и буду разрывать. У меня сейчас, по-моему, брови вылетят под небесье какое-то. Зевс, не подведи меня, пожалуйста. Давай, Зевс, 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 давай, 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 давай! Какая же ты тварь на думе. Ой-ой-ой, какая ты тварь. А почему ты в Зевса кинул только что Дум? У тебя был живой Тайд? Ну ладно, на Тайда пофиг. У тебя был живой Кунка и живой Хан в 3 звезды. Да. Я, конечно, сейчас не понял, по какой причине Дум полетел в Зевса, а не полетел в Хана. У меня был живой 3-звездочный Хан. Короче, это дурацкая механика у этого Дума. Чтобы вы понимали, Дум должен кидаться по самой высокой цене продажи. Но это явно не Зевс. А ну-ка. Но если сейчас опять полетит Дум в Зевса, то это ГГ. О! Бам! Какой ты просто разрывной у меня малыш! Так, иди в задницу, Горн. Магов немножечко ставим. Хорошо. 3 мага есть, еще и даже посох не настакан. Как же я сейчас тебе табло оторву, тебе даже не поможет и кольцо это. Ты будешь у меня в кальсонах стоять. Опа, он реки в 3 звезды собрал. Сейчас самое главное подловить, куда он будет ставить свою Рики, чтобы переставить Зевса, и просто Зевс начал кастовать свою ультуху. Пожалуйста. Держим кулачки, ребят. Держим кулачки. Мы сейчас играем на тоненького. Все решает один Сайленс. И Зевса ульта. Зевс ульт. Бэм. 5000 урона. В бессмертие. Давай, 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 давай. 7400 урона с ультухи. 7400. А, да, я пока там пробовал записывать банши, записывать кунку через 6 богов, я слетел с ферзя. О. Фух, мне ж очень жарко стало, ребят. Очень жарко. У чела, конечно, ну, объективно говоря, Марси у него... Ну... Вообще не очень. Типа, по сути, у него миллиард сейв предметов, а предметов на урон у него тупо не было. То есть, по сути, у него была Кираса, Бессмертие, Маска и Кольцо 4-го тира. Все. Ему тупо не хватало урона. Но у меня был огромнейший Зевс, который просто по 7400 ультой ему такой...
Ну, ребят, это был пот. Это был жесткий пот. Все. У меня нет слов. Ну, как-то так получилось. Надеюсь, челлендж я выполнил. Поэтому, Беннисон, я жду твой комментарий под этим роликом. Выполнил ли я челлендж или не выполнил. Ну, если бы не Зевс, я бы здесь занял топ-2. Я бы мог там целенаправленно сидеть через кунку и занять топ-2. Но хотя бы если бы не очищающая сфера пришла, я бы тогда мог выключать ему синергию гридеров, и тогда бы я смог и с помощью кунки забрать эту игру. Потому что я бы его тупо в контроле держал. Но тут зарешал Зевс. Но, я думаю, вам показал такого капитана. Точнее, не капитана, а адмирала. На секундочку, а то его звание как-то занижаю. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан еще. Также подписывайся на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!